Дмитрий Сергеевич Лихачев, советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор, председатель правления Российского фонда культуры, академик. Каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. Этого требует культура. Кто много говорит, тому не остается времени подумать. Память, преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Беспамятный – это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно и неспособный на добрые, бескорыстные поступки. Удача начинающих или удача неудачливых приносит гораздо более удовлетворения, чем удача удачников. Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. Человек портит счастье, если переживает его один. Исправить человечество нельзя, исправить себя просто. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. Быть веселым, но не быть смешным. Не быть смешным – это не только умение себя вести, но и признак ума. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении. Простота и тишина в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и поведении – вот самая привлекательная форма в человеке, которая становится его самым элегантным содержанием. В экологии есть два раздела – экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов первой, убить человека нравственно может несоблюдение законов второй. Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия, материального, духовного, человеческого. Память – преодоление времени, преодоление смерти. Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто хорошее, заслоненную красоту, обогащает человека духовно. Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий. Молодость – это время сближения, и об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.
Обманывая, человек прежде всего обманывает себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня моря. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. Страна – это единство народа, природы и культуры. О добрых людях очень легко, интересно говорить и писать, потому что добрые люди очень разные и интересные, а плохие – все одинаковые и неинтересные. Отсутствие совести у людей, занятых в хозяйстве, в экономике, наносит ущерб материальный. Отсутствие совести у людей, ответственных за культуру, наносит ущерб духовный. Но если в экономике можно наверстать упущенное, то ущерб в культуре чаще всего невосполним. Нравственный дальтонизм. Мы разучились различать цвета, точнее, отличать черное от белого. Воровство есть воровство, бесчестный поступок остается бесчестным поступком, как бы и чем бы они ни оправдывались. А ложь есть ложь, и я не верю, что ложь может быть во спасение. Если человек ни о ком и ни о чем не заботится, его жизнь тоже бездуховна. Ему нужно страдать от чего-то, о чем-то думать. Даже в любви должна быть доля неудовлетворенности. Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь. До первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться. Выбирай достойное, а не легкое. Пустота всегда агрессивна. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Ум – это прежде всего поведение. Умный человек – это тот, кто ведет себя правильно в собственной семье, с товарищами, на работе и так далее. Ум – это тактичность, умение отделить мелкое от важного, предусмотреть будущее. Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. Жизнь – это прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя. Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье,
если он переживает его один. Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей музыки в человеке, чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. Нет ничего более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем важность или шумливость. Нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная забота о своем костюме и прическе, рассчитанность движения и фонтан острот и анекдотов, особенно если они повторяются. Бездарность стремится поучать, талант – подавать пример. В жизни всего ценнее доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Жизнь – прежде всего творчество. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Творчество, оно беспрерывно, так что жизнь – это и есть вечное созидание. Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника перекричать, испугать обвинениями, это пустой человек, и спор его пустой. Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое село, свой город, свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нравственной оседлости человека. Человек – это не степное растение перекати-поле, которое осенний ветер гонит по степи. Следует помнить одну забытую истину. В столицах живет по преимуществу население, народ же живет в стране многих городов и сел. Самое важное, что нужно сделать, возрождая культуру, это вернуть культурную жизнь в наши небольшие города. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.